Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Я очень рада приветствовать вас в своем уголке волшебных сказок и историй. Сегодня я расскажу вам историю, она называется «Волшебная карусель павлина». Глава 1. Зазвенел будильник. Агата проснулась, но не торопилась вставать. Она позволяла себе поваляться в кровати еще немного времени. Шторки на окне были задернуты не до конца, и свет сквозь щель попадал ей прямо в лицо. От этого яркого солнечного света Агата еще больше зажмуривала глаза. Она повернулась на другой бок и продолжала нежиться в кровати. Будильник прозвенел еще раз, и ей ничего не оставалось делать, как подниматься. Она присела на край кровати и еще какое-то время сидела, качая ногами. Жили они с мамой в маленькой двухкомнатной квартире, расположенной на цокольном этаже многоэтажного дома. Аренда такой квартиры была намного ниже, чем на верхних этажах. Прошло уже около 10 лет. Квартирка была маленькой, всего 2 комнаты, одна из которых была разделена на 2 половины. Одна часть комнаты была как спальное место, а вторая маленькой кухонкой. В ней жила мама. Вторая комната была чуть поменьше, но отдельная. В ней жила сама Агата. Маленькая прихожая и небольшая ванная комната с туалетом. Комната Агаты была для нее целым миром. Сколько девочка себя помнила, она всегда была с мамой. Жили они скромно, не сказать, что в добром достатке, но и не голодали. Мама работала целыми днями. С 8 утра до 3 часов дня она работала в отеле, а после шла на подработку в кафе-ресторан. Приходила только вечером. Большую часть времени Агата была одна. Однажды она спросила маму про своего отца, и та ей рассказала, что когда дочь должна была вот-вот родиться, ее отец попал в аварию и погиб. Они очень любили друг друга, и после его смерти мама никогда не пыталась вновь выйти замуж. Их свадебный портрет всегда стоял на прикроватной тумбочке. Агата с самого рождения не знала, что значит папа и что такое отцовская любовь. Когда она подросла, то поняла, что отец – это вторая полноценная часть родителей, и что папа мог бы многое сделать для нее. Она стала ощущать недостаточное внимание к себе со стороны матери. Иногда ей становилось грустно от того, что у ее подружек и одноклассников есть мама и папа. От таких мыслей ей становилось грустно. Она чувствовала себя одинокой и несчастной. Настроение в такие минуты портилось, а характер становился невыносимым. Агата была раздражительной, злилась на мать и пыталась обвинить ее во всем. Последнее время ее тяготило и раздражало буквально все. Как они с матерью живут, в чем она ходит в школу. Стала завидовать своим одноклассникам, что они были лучше одеты, что у многих были лучшие модели телефонов. Агата сидела на краю кровати и болтала ногами. Когда часы ей напомнили о том, что запас времени иссяк, она поднялась, потянулась и пошла приводить себя в порядок. Когда она вышла из ванной комнаты,
то посмотрела на часы. Оставалось всего полчаса до выхода из дома. Девочка подошла к тумбочке, взяла телефон в руки. На экране была сетка из многочисленных трещин. Как назло, недавно она уронила его на улице, и теперь этот телефон все больше раздражал ее. Она отшвырнула его на кровать и пошла на кухню. На столе стоял приготовленный завтрак, прикрытый бумажным полотенцем, и тут же стоял контейнер с бутербродами для нее. Мать каждое утро готовила ей завтрак и еду в школу. Невольно вспомнила вчерашний разговор с матерью. Агата почувствовала, как обида вновь вернулась, и комок подкатывает к горлу. На просьбу дать денег на ремонт или купить новый телефон мать ответила: «Придется подождать, мы не можем сейчас позволить себе такие траты». Девочка позавтракала, не убирая за собой со стола, пошла собираться в школу. Собрала портфель, оделась, закрыла двери на ключ и вышла на улицу. Дорога до школы занимала 10-15 минут, поэтому Агата никогда не садилась в транспорт, а шла пешком. Недалеко от ее дома начинался городской парк, и ей нравилось проходить вдоль забора, разделяющего его и пешеходную дорожку. Проходя мимо, она всегда обращала внимание на зеленую поляну, на которой гордо расхаживал красавец-павлин. Она уже давно знала его и дружила с ним. Всегда приносила ему разных зерен и мелко порубленных орешков. Но на этот раз, когда она повернулась, чтобы посмотреть в сторону поляны, неожиданно остановилась. «Что это?» – удивилась Агата. «Откуда она здесь?» В мыслях спросила она себя. На поляне стояла большая карусель. Она медленно крутилась, словно приглашала сесть и прокатиться на ней. Агата смотрела на это необычное явление и не верила своим глазам. За все то время, пока они здесь жили, ничего подобного не происходило. На этой небольшой поляне всегда росла трава, которую часто косили. По периметру поляны были клумбы с цветами. По скошенной траве важной походкой расхаживал ее любимый павлин. Он распускал свой шикарный хвост и трес, демонстрируя свое величие. Девочка продолжала стоять, как заколдованная, и не отрывала взгляд от карусели. Она совсем забыла, куда шла и сколько времени уже тут стоит, как вдруг зазвонил телефон. Агата достала мобильник, приложила к уху. «Алло?» – сказала она. «Агата, где ты? Почему не в школе?» – услышала она голос матери. «Мне позвонила учительница и сказала, что тебя нет в классе», – встревоженным голосом продолжала мама. «Ты в порядке? Может, ты заболела?» – вновь поинтересовалась она. «Нет, не заболела», – сухо ответила дочь. «Доченька, иди на занятия. Ты и так уже опоздала. Приди хотя бы на второй урок, прошу тебя. Дорогая, иди в школу», – повторила мать и добавила. «Вечером поговорим, хорошо?» Агата ничего не ответила, сбросила вызов и выключила телефон. В этот день она не пошла в школу, а вернулась домой. Закрыв двери, сбросила с себя обувь, повесила ключи на крючок, оставила свой портфель в прихожей на полу и, не раздеваясь, легла на свою кровать.
Полежав так какое-то время, она задремала. Агата проснулась от того, что услышала, как открывается дверь. И когда повернулась, то встретилась взглядом со своей мамой, которая стояла на пороге ее комнаты. «Ты сегодня так и не пошла в школу?» – спросила мама. «Нет», – сухо ответила дочь. «Что произошло?» – вновь спросила мама. «Ничего», – нехотя сказала она. «Мне пришлось выслушивать от твоей учительницы все о твоем поведении. Я узнала, что у тебя появились плохие оценки. Мне было очень неприятно это выслушивать. Я во всем доверяла тебе», – спокойным голосом говорила мать. «Ничего не случится, если я один день не пойду в школу», – почти с раздражением ответила Агата и добавила. «Да, я плохо себя чувствую». «Что-то случилось? У тебя проблемы?» – спросила мама. «Да, случилось, и ты это прекрасно знаешь». «Ну, расскажи мне, и мы обсудим это». «Вчера я попросила у тебя денег на новый телефон или хотя бы дать на его ремонт. Что ты мне ответила? Надо подождать?» Переходя на истерический крик, говорила Агата. «Я не могу ждать. Ты хоть знаешь, что мне стыдно перед моими одноклассниками? Мне стыдно ходить в этой одежде, которая уже совсем не модная. У меня одни и те же блузки. Ты уже давно не покупала мне ни одной новой, а теперь и телефон разбит. Что ты мне вчера сказала? Мы не можем себе позволить сейчас такие траты». Она продолжала кричать на свою мать. У нее покатились слезы, и она, вытерев ладошкой слезу, добавила: «А когда мы можем себе это позволить? Мне надоела эта наша нищенская жизнь. Мне стыдно перед друзьями доставать этот разбитый телефон, понимаешь?» Мать, стоя на пороге, слушая всю ее истерику, думала, как ее дочь могла так измениться, когда она стала такой грубой. На ее глаза тоже наворачивались слезы. Всегда послушная и тихая доченька превратилась в злобного ребенка. Все ее тело сковало необъяснимое чувство, словно тиски сковывали ей всю грудную клетку. С трудом сдерживая себя, чтобы не расплакаться перед дочерью, она продолжала стоять. Она чувствовала, как боль усиливается. Ее лицо становилось бледным, и в руках появилась слабость. Она подняла руку и ухватилась за дверной косяк. Ева вспомнила, что врач посоветовал ей не волноваться. Немного постояв, с трудом и как можно спокойнее, она сказала дочке: «Агата, доченька, давай не будем ругаться. Сейчас я немного устала и хочу отдохнуть. Вечером спокойно сядем с тобой и поговорим, хорошо?» Чтобы не напугать дочь, она тихо развернулась и пошла к себе в комнату. В ответ она услышала: «О чем говорить? О том, что сейчас трудности и надо потерпеть? Ты, наверное, забыла, что у меня через 2 дня день рождения, и я уверена, что у тебя даже мне на подарок нет денег», — со злостью в голосе сказала дочь. Быстрыми шагами она пошла к двери, одела обувь, схватила ключи и вышла, громко хлопнув дверью. У мамы Эвы подкашивались ноги. Она потихоньку дошла до своей софы и села. Ее рука потянулась к коробке с лекарствами. Не успела она взять коробку в руки, как все тело обмякло, и она, скатываясь на бок, упала на подушку, лежащую у изголовья. Выскочив из дома и немного успокоившись, Агата вспомнила, что сегодня пятница,
и впереди целых 2 дня. Это ее немного порадовало, и она набрала номер своей подруги. «Алло, Кася? Привет! Чем занимаешься?» – спросила она свою подругу. «Пока ничем, а ты?» «Я сейчас на улице». «Чего ты там делаешь? Приходи ко мне». «Твои родичи не против?» А когда они были против?» Агата с грустью подумала про себя. «Хорошо тебе. Твои родители все делают для тебя». «Ну, чего молчишь? Ты решила? Если да, то приходи быстрей». «Ладно, через 10 минут буду». Агата убрала телефон и поспешила к подруге. Через 5 минут она уже стояла перед дверью. Звонок в дверь. «Кася, это к тебе!» – послышался голос Касиной мамы из кухни. «Иду!» – ответила дочь из своей комнаты, встала и пошла открывать. Открыла дверь и улыбнулась Агате. «Привет, подруга, проходи!» – радостным голосом поприветствовала Кася. «Твои дома?» «Только мама, она на кухне. Папа уехал помочь дедушке, приедет только вечером». «Супер!» – с улыбкой на лице произнесла Агата и пошла на кухню поздороваться. «Здравствуйте, тетя Анна!» Агата, добрый день! Молодец, что пришла. Попозже будем чай пить с яблочным пирогом. А пока идите, посплетничайте вдвоем». «Окей», – с улыбкой на лице произнесла девочка и пошла следом за подругой в комнату. Когда они обе уселись на кровати, Кася спросила: «Почему ты не была сегодня в школе? Что-то случилось?» «Кася, ты не представляешь себе, что я сегодня видела!» С интригой в голосе ответила Агата. «По дороге в школу я была у своего друга в парке». «У своего мистера Павлина?» «Да, я увидела там карусель. Представляешь, она крутилась медленно, словно звала меня покататься. Она была как волшебная. Я стояла и не могла от нее оторваться». «Ты видела карусель? Не может такого быть. В нашем парке никогда не было ничего подобного. Там, где гуляет твой павлин, мало места. Как там могла поместиться твоя карусель?» С недоумением произнесла Кася и добавила: «Ты ведь все это придумала, не так ли?» «Я не придумала. Я видела ее своими глазами, вот как тебя сейчас. Мне кажется, она волшебная. Я это чувствовала», — с восторгом в голосе сказала девочка и продолжила: «Кася, давай завтра вместе пойдем в парк. Ты увидишь ее собственными глазами и убедишься, что я говорю правду». «Ты, наверное, слишком увлеклась фантастикой, и тебе все это просто показалось. Так бывает». Агата вздохнула и менее уверенно сказала: «Да ладно, забудь. Я смотрю, ты мне не веришь. Вот отправлюсь в путешествие одна и тебе ничего не расскажу», — с шутливой улыбкой произнесла Агата. Немного помолчав, она спросила: «Кася, можно я сегодня останусь у тебя? А то я с мамой поругалась. Только ты спроси у своих родителей, хорошо?» «Конечно, оставайся. Ты ведь уже ночевала у меня и не раз. Мои никогда не против. Мой папа говорит: дочь, тебе пора принимать свои решения самостоятельно и нести за них ответственность. Поэтому они мне доверяют и не вмешиваются в мои дела. Тебе повезло с родителями, не то что мне. Отец умер еще до моего рождения, а мать целыми днями на работе. Ты знаешь, мне иногда так стыдно, что у меня нет отца». «Что это с тобой? Раньше ты никогда об этом не говорила», — посмотрев в лицо подруги, сказала Кася.
Не говорила, потому что не понимала, потому что была совсем ребенком. Телефонный звонок прервал их беседу. Это звонила мама Агаты. Девочка сбросила телефон. Звонок повторился, и она снова сбросила. Так повторилось еще пару раз, и телефон больше не звонил. Когда Эва открыла глаза, она не знала, сколько времени она так пролежала. Рука затекла. Она попробовала ею пошевелить, но та была как кусок пластилина. Поднялась, села и стала растирать руку. Прислушалась. В квартире было тихо. Она встала и направилась в комнату дочери. Ее не было дома. В прихожей на тумбе лежала ее сумка. Женщина достала свой телефон и набрала номер дочери. После нескольких гудков телефон сбросили. Эва набрала еще раз. Дочка вновь сбросила вызов. Мать уже знала характер своей Агаты. Набрала еще 2 раза, и снова дочь сбросила вызов. Ева перестала набирать и подумала: наверное, опять ушла к кассе, обиделась на меня и осталась там на ночь. Так уже с ней бывало. Ребенок еще. Ладно, завтра наберу ее еще раз. Сегодня у меня нет сил даже разговаривать. Завтра она немного успокоится, и я с ней спокойно поговорю, размышляла женщина. Потом повернулась и пошла. Проходя мимо входной двери, закрыла ее на ключ и направилась к себе. Взяла коробку с лекарством, подошла на кухню, выпила таблетку, вернулась, разделась и легла спать. В 9 утра на тумбочке завибрировал телефон. Эва взяла его в руки. Это звонила Кася, подружка ее дочери. «Алло, Кася?» «Да, тетя Эва, это я. Доброе утро!» «Доброе. Тетя Эва, вы не переживайте. Агата сегодня ночевала у меня. Она в порядке?» «Да, в порядке. Тетя Эва, можно она и сегодня останется у меня с ночевкой?» «Ну, если твои родители не против, то пусть останется». «Они не против. Спасибо, тетя Эва». «Кася!» — еще раз позвала она девочку по имени. «Да, слушаю. Только в воскресенье пусть идет домой, хорошо?» «Хорошо, я ее лично приведу. Тогда пока, развлекайтесь». И положила трубку. Она чувствовала, что ее состояние не восстановилось, и решила еще полежать, и через некоторое время снова задремала. С утра и почти до 3 часов дня Эва проспала. Когда она окончательно проснулась, то почувствовала себя намного лучше, чем утром. Она поднялась, привела себя в порядок и остаток субботы занималась домашними делами. Сходила в крупный гипермаркет, закупила все необходимые продукты и принялась прибирать квартиру. Во время уборки она думала о дочери. Завтра ее ненаглядной дочурке исполнится 14 лет. В последнее время Агата очень сильно изменилась в характере. Раньше с ней такого никогда не было, и не было никаких проблем. Ей не нужно было постоянно напоминать, что нужно помыть за собой посуду, сделать уроки или лечь вовремя спать. Все это она делала сама, но сейчас все изменилось. Агата стала раздражительной, дочка редко была веселой и общительной. Как мать она понимала, что это происходит со всеми детьми, и у всех проходит по-разному. Она знала, что у детей наступает период взросления. Думая об этом, Эва не заметила, как прибрала всю квартиру. День закончился, и она, выпив на ночь таблетку, легла спать. Субботний день подружки провели вместе. Сходили в кино, посидели в кафе,
поели мороженое, погуляли по городу, а вечером уставшие легли спать вместе на одной кровати. Мои дорогие друзья, я жду вас в следующем видео. Там вы узнаете, что случится с девочкой и куда ее переместит волшебная карусель. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и приходите еще. Я всегда рада вам.